Всем здрасте, меня зовут Настя. Вчера мне пришел парик для Макимы из Человека-бензопила. Это просто потрясающее аниме. Ставьте лайки, если тоже смотрели. Я влюблена, в принципе, во всех, мне кажется, персонажей, потому что все они очень классные. Но сегодня делаем Макиму такую красивую, самодостаточную, умную, шикарную девушку. Если честно, в таких полевых условиях, просто сидя на кровати без стола, очень тяжело краситься. Но что имеем, поэтому давайте начинать. У Макимы красные брови, красно-розовые брови, неважно. Поэтому сейчас мы будем скрывать наши брови при помощи обычного клея-карандаша. Нам нужно каждую волосинку проклеить, а потом вот такой вот щеточкой мы кверху приподнимаем брови. Раньше, когда я делала мейкап-туториалы, я часто показывала, как скрывать брови. Кверху, да, причесали и еще проходим клеем. Хотя, на самом деле, в этом косплее у Макимы особо бровей не видно, потому что там челка. Но я запарюсь все-таки с этим моментом. Хочу, чтобы прям все было идеально. Теперь нужно дождаться, пока высохнут брови. Кстати, конечно же, перед макияжем я подготовила кожу, хорошенько ее умыла. Тонер, увлажняющий кремушки, сыворотки, все дела. Теперь нам нужна пудра. У меня вот такая вот, это не ничего запрещенного, это пудра рассыпчатая от Pro Revolution, по-моему. Мы сейчас должны таким хорошеньким слоем нанести на брови. Немножечко лишнее стряхнем. Ой, бай. Все в пудре теперь. Я консилером уже миллион лет не пользуюсь, если честно, потому что не вижу в нем смысла. Я наношу легкую тональную основу на лицо и все. Берем консилер. Вот так вот покажу, как бьюти-блогер. У меня от Catrice. Она очень старая, и на самом деле ей не очень безопасно сейчас пользоваться. Но кого это остановит? Точно не меня, 25-летнюю взрослую девушку. Я наношу консилер на брови. Блин, он заканчивается. Он старый, ему года 2, наверное. В общем, промазываем брови и растушевываем. Давайте сейчас... Вообще делаю абсолютно не как нормальные визажисты, да. Ну, у меня своя технология. Я сам себе визажист. Беру подводку, вот такую вот. Я не знаю, что это за подводка, если честно. Но она мне нравится. И мы будем рисовать стрелки. Мы нарисуем небольшие стрелки от вот так вот уголка глаза, чуть-чуть проведем вверх. От самого начала глаза нам нужно будет сделать линию. Я еще дорисую маленькую стрелочку в уголке глаза. Ага. Теперь второй глаз. Я не хочу его рисовать, если честно. Ой, я сейчас буду мучиться с этой стрелкой. Главное, глаз себе не выколоть. Как люди красятся на весу? Как они держат зеркало и красят глаза? Я не понимаю. Я всегда крашу глаза в начале, чтобы потом, если мне придется что-то подтирать, я не испортила тональную основу. Просто посмотрите на то, в каком состоянии находится моя палетка. Она уже вся расклеивается. Беру красный оттенок, вот эту тонкую кисточку. Сейчас будем делать брови. Рисуем просто в том месте, где у нас были брови, до того, как мы их скрыли. Рисуем такую изогнутую линию. Сильно толстыми их не делаем. У Макимы достаточно тонкие брови. Ага, с одной мы разобрались. Теперь давайте попытаемся сделать вторую такую же. То здесь, конечно, проблематично. Но опять же, нас спасает челка. Хорошо, что у нас есть челка, и там не сильно видно брови. Эта бровь получилась более опущенная, но это мы исправим сейчас. Также беру свой бедный консилер и немножечко подправляем форму консилером. Ага, он просто размазывает мне все. Классно! Наношу консилер немножечко на веки, потому что у меня очень ярко-оранжевые веки почему-то. И растушевываем, чтобы все было однотонно. Немножко припудрю веки, чтобы консилер не скатывался. Беру тональную основу. Я, заболела, сегодня встала с больным горлом. И до сих пор болит. Я, правда, ничего и не делала, чтобы он не болел. Ну ладно. У меня, кстати, вот здесь вылезла вот эта болячка. Я не знаю откуда. Косплей Макимы, ну и вообще из Человека-бензопилы, я считаю, один из самых легких, потому что там можно просто купить парик. Думаю, сейчас можно сделать контуринг носа. Я его делаю обычными тенями. Коричневыми. Нужно провести 2 линии вот здесь, по бокам. Эти линии растушевываем. Я сделаю свою любимую курносу носу. Здесь вот сделаем линию. И еще вот здесь вот
прям на кончик носа. И все это тоже растушевываем. Сейчас у нас еще будет бейкинг. Бейкинг, конечно, не обязательно. Это можно просто воспользоваться пудрой. Наносим пудру под глаза, высветляем вот эту зону. Еще благодаря бейкингу я контурирую дальше нос. Немножечко нанесу пудры на лоб, чтобы он не блистал, и на подбородок. С этих мест я сразу стряхну. И пока бейкинг запекается на нашем лице, как пирог, который я сейчас очень хочу, если честно, мы накрасим ресницы, беру келлер и фен. Интересный лайфхак, который я увидела очень давно в ТикТоке и им пользуюсь, это чуть-чуть нагреть келлер феном. Он не должен быть сильно горячий, чтобы не травмировать кожу, естественно. Чуть-чуть теплым келлером мы уже закручиваем реснички. И ждем так минуты 3. Когда я делаю именно аниме-косплей, я делаю пучковые ресницы, когда не хочу клеить. Потому что не всегда наклеенные ресницы выглядят хорошо. Поэтому при помощи пинцета для бровей и туши я вот так вот набираю продукта, а потом соединяю несколько ресниц в одну, склеиваю их, короче, чтобы были прям пучковые. Этот лайфхак я тоже, кстати, увидела в ТикТоке. С ресничками мы закончили. Посмотрите, просто потрясающе выглядит. Годный лайфхак. Берите на заметку. Стряхиваем бейкинг. Продолжаем делать глаза, потому что это еще не все. Беру вот тонкую кисть, которой я обычно рисую свои брови. И черными тенями я делаю на нижнем глазу прямую линию. Посмотрите, видите, как выразительно глаз стал сразу выглядеть. Подводкой от Evelyn я буду рисовать сейчас реснички. Вот эту вот линию, которую мы нарисовали, на ней нужно сделать маленькие реснички. На нижнее веко хочу нанести хайлайтер, чтобы глаз, вот видите, выделялся. Немножко хайлайтера на кончик носа. Ну как немножко? Я делаю немножко прям, чтобы нос было видно с Марса. И на перегородку такую линию. Я прям смотрю на себя, и такая красотка. Надо закончить с глазами. Где мои ресницы? Ресницы! Где вы? У меня есть два вот таких кончика ресниц, потому что я не хочу клеить полностью. Немножечко наносим клея. Надо, чтобы клей чуть-чуть подсох. Я клею ресницу на кончик глаза. То есть как бы взгляд мы сделаем, видите, выразительнее, но не будет вот огромных вот таких вот ресниц, которые я обычно делаю. Конечно, обычно у аниме-персонажей нет губ, у них просто такая полоска, но мы люди, у нас есть губы, поэтому мы сделаем губы. Беру карандаш от Никса, этим карандашам тоже уже миллион лет, и просто подрисовываю свои красивые пухлые губки. Полностью заполняем все внутри. Теперь тоже помадой от NYX, красной. Я только внутреннюю часть губ прокрашиваю и вот так вот делаю. Обожаю вот этот эффект градиента на губах, очень классно выглядит. Наконец-то макияж мы сделали, я считаю, вышло очень классно. Пришло время линз. Ну, на самом деле, линзы надо надевать до макияжа. У меня нет специальных линз для макимы, но все равно особо не видно вот эти полоски, их только вблизи видно. У меня просто очень быстро устают глаза от линз, и если я их буду в начале макияжа надевать, я потом не смогу нормально отснять видосы и все сделать. Блин, так классно! Офигеть! Я сейчас надену парик. Это будет вообще пушка-бомба! Так, ну сначала мне нужно надеть костюм. Я приоделась. Единственное, чего в образе Макимы мне не хватает, это больших сисек. Ну, тоже, в принципе, нормально, да, пойдет. Прости мне это, пожалуйста, ребят, потому что денег на увеличение груди у меня пока что нет. Готовы? Все, это вот конечное, понимаете? О, классно! Готовы? Боже мой, о май гад. Я немножко переуложила парик. Конечно, не идеально, потому что сам парик, если честно, не очень классный. Боже, я просто не могу не смотреть на себя в экран. И у меня предложение, давайте посмотрим на меня более-менее в полном образе, да? Сейчас я камеру только представлю. Блин, офигенско. Я в восторге, это очень классно. Короче, я надеюсь, что у меня все получилось классно, что вам нравится. Вы поставите мне лайк. Всех люблю. Не забываем написать, как вам мой образ. Обнимаю, целую. Пока-пока.